Пламенный привет всем любителям альтернативной истории. В сегодняшнем фильме мы поговорим с вами о странных сооружениях, именуемых учеными гробницами башенного типа, и о не менее интересных гробницах так называемого домового типа. Сооружений башенного типа в нашем регионе довольно-таки немного. Я знаю, 4 из них хорошо сохранились, относительно хорошо, только 2. В городе Айденджик есть еще одно похожее строение, которое с трудом, с натяжкой, но можно и отнести к этому же классу. А вот гробниц домового типа у нас в регионе много. Их вполне уже можно считать гробницами, если решить вопрос с датировками. Вернее, возникают некоторые вопросы с их первоначальным предназначением, а уж с последующими деградационными вариантами их тут уже вопросов никаких нет. Давайте начнем с самого загадочного из строений башенного типа, с так называемой Отер-Кале. Это в переводе означает «поющая башня». И еще ее называют Хорос-Кале. Это башня-петух. Насчет того, что она башня-петух, это понятно из-за вот этого, как говорят, постамента для статуи наверху, похожего на гребень петуха. А вот поющая, видимо, из-за того, что там в развалинах завывает ветер. Другого объяснения я не вижу. Найти это место было очень непросто. Здесь был только один Максим из канала «Забытые руины». И когда мы с ним случайно встретились на съемках в Елусе Себастьяна Некрополе, я его спросил, но он не знал координат. А объяснять вы здесь, сами понимаете, бессмысленно среди этих кустов что-то искать по объяснениям. Это гиблое дело. Поэтому пришлось мне подключить свои профессиональные навыки. И глядя на фильм Максима, я отметил несколько интересных ориентиров, очень заметных на картах Google, и по которым через пару часов работы я вычислил точное местонахождение этой башни. Расположено оно на вершине холма и внутри, видимо, такого поселения с очень интересными стенами, на которых я отдельно остановлюсь чуть позже. И по мере того, как башня появлялась из-за кустов, меня начали терзать смутные сомнения, что где-то я эту форму, причем именно в таком вот похоронном контексте, я уже видел. И причем в месте, в общем-то, имеющем весьма отдаленное от Малой Азии, как географически, так, в общем-то, и исторически, но не совсем. Это послужило мне стимулом к поиску археологических материалов про эту гробницу, но изучив пару трудов европейских исследователей, я запутался еще больше. Но начну по порядку. Вот что мне напомнила форма этой башни. Вот такие штуки были найдены на территории древнего города Мерканда. Ныне это Самарканд. И как вы думаете, что это? Это самые настоящие остеотеки, только зороастрийские и выполненные из керамики. Советские ученые, которые их нашли, датировали их 3-4 веком нашей эры. А вот башню у Теркале историки датировали 1 веком нашей эры. И знаете на каком основании? Цитирую дословно. На основании точной и тщательной обработки камня. То есть по никаким другим признакам датировать это сооружение они не смогли. Но что-то я не вижу здесь точной и тщательной обработки камня. Все вполне ординарно, и причем все камни обработаны разным способом, что указывает на то, что это здание было построено из обломков предыдущего. Причем строителями, которые обладали гораздо меньшими познаниями, чем строители, которые строили предшествующие. Обратите внимание, как разошлась стена сверху вниз. Причина этого – неправильная укладка камня. То есть стыки камней находятся почти друг напротив друга. Также имеются спойли, вставки от предыдущего здания, которые буквально бросаются в глаза везде и всюду. Например, вот этот вот линтел на правой стене. Он был бы на месте, если бы это была нормальная фальш-дверь, которая изображалась часто на гробницах, символизируя вход в загробный мир. И еще часто он обозначал в домовых гробницах место установки с обратной стороны стены асуари. Я покажу их в следующем сюжете про домовые гробницы. Блоки здесь разного размера, и они, видно, что подгонялись друг к другу уже в процессе строительства, что непрактично для постройки, которая строится с нуля. И что интересно, внутри не найдено было никаких остатков ни саркофага, ни каких-то еще клине или там полок для размещения покойников. Вот этот вот маленький вход построен исключительно безграмотно. Обратите внимание,
Блок над проходом опирается на самые края нижних блоков, причем тоже самыми своими краями. И еще и сверху без связки на него установлен такой же огромный блок. И естественно из-за такой дикой нагрузки обкрошились края как нижних блоков, так и края самого блока перекрытия. И для меня было удивительно, как оно до сих пор не обрушилось, пока я не заглянул внутрь и не увидел, что здесь внутри уникальная арочная конструкция, то есть две параллельные арки стояли, и сверху на их центре опиралась еще одна арка, которая держала вес потолка, перекрытый горизонтальными плитами в стиле эллинизма, но поверх нагромождено многотонное месиво из камней и римского бетона. Хотя когда начали увлекаться этим месивом на крыше, то его водружали на перекрытие, построенное в форме длинной арки, в форме полуцилиндра. А здесь его в наглую нахлобучили на непредназначенные для такой нагрузки горизонтальные плиты. Также заметно, что арка построена без раствора, а к ней сзади прилеплена стена уже совсем другого качества, другой обработки. Здесь нет троянки, а на арке она есть, и на некоторых блоках правой стены есть. Вот эта дыра изнутри. Видите, как раздавила и буквально выкрашила края блоков нерасчетной нагрузкой. Короче, похоже, у них не было ни архитектора, ни прораба. И строилось это уже во времена упадка в IV-V веке, как утверждает турецкий историк Дурукан. Здесь также края блоков идут друг напротив друга, и удивительно, как еще они не разошлись и в этом месте. На старых блоках присутствуют следы работы инструментом, похожим на троянку, по размягченному слою. Вот он этот слой, его очень четко видно. И это наблюдается почти на всех сооружениях этого исторического периода, которые я вам показывал и буду показывать в этом и будущих фильмах. И, кстати, вот еще одно доказательство поздней перестройки. Видите, взамен утерянного линтела, карнизика, тупо пришлепнут на раствор даже плохо подходящий по размеру камень. Так вот, почему я припомнил профессора Дурукана? Потому что он единственный, кто датировал эту постройку IV веком, что совпадает с датировкой вот этих вот артефактов из Самарканда, которые удивительным образом копируют форму этого сооружения, и все они изготовлены в один и тот же исторический период. То есть источником для всего этого была одна культура. И я даже догадываюсь, что это был эллинизм, так как вся эта территория принадлежала эллинистическому государству селевкидов. И все бы ничего, но между этой керамикой, постройкой и селевкидами не менее 700 лет. А этот керамический ящик вообще выносит мозг своими изображениями. Приглядитесь повнимательней. Наверху индейцы майя, а внизу какие-то существа в респираторах на резинке и странными инструментами в руках. И все это действо происходит вокруг вечного огня зороастризма, почему-то в виде античной пальметты. Чудны дела твои, о история. А если точнее, чудны дела ваши, о историки. В общем, в заключение скажу, что по-настоящему дата этого строения никем доказательно не определена, как и его принадлежность, а лично я думаю, что это никакая не гробница, а кинотаф, то есть нечто вроде памятника почившему в Бозе очередному правителю. Отсюда небрежность и низкое качество, ибо кто о нем вспомнит через 10-20 лет. В знак лояльности слепили из того, что было. Видимо, так себе был правитель. Ну а мы с вами выдвинемся к другой, не менее интересной башне, виднеющейся вон там вдали. Как я уже заметил, ко всем объектам, которым историки не могут дать внятного объяснения, очень трудный подъезд, и они практически все брошены, не восстанавливаются и не охраняются. Причина, видимо, в том, что финансирование должно даться под конкретный образ, под конкретную задачу. А когда никто не знает, что это, под него и денег не дают. Поэтому мне по-человечески понятны усилия профессора Дурукана, который старается припозднить, перетащить время постройки этих башен в римский период, то есть уже в нашу эру. При всем при том, что все европейские ученые в один голос говорят, что это II век до нашей эры. Такая маленькая турецкая хитрость, но дай бог, чтобы она у него получилась. Под Рим деньги здесь дают всегда.
Давайте мы с вами внимательно осмотрим это сооружение своими глазами и попробуем сделать уже свои выводы. Башня расположена на высоте 1200 метров и имеет высоту 14 метров 85 сантиметров и квадратное основание размером 5,40 на 5,40 метров. Сложена она из множества идеально обработанных блоков. Толщина стен примерно метр. Кладка полностью безрастворная, с идеальной подгонкой, с нулевым зазором. Наверное, это самая лучшая обработка камня и качество строительства, которое я видел в нашем регионе. Построена она в классическом дорическом стиле, характерные признаки которого мы наблюдаем в верхней части башни. Первыми бросаются в глаза, конечно же, триглифы. Это такие вот тройные выступы на фризе. Под триглифами расположены гутты, а на козырьке гейсоне расположены мутулы. Это такие похожие на лего штучки. Это классический так называемый эллинистический стиль, приписываемый учеными царству селевкидов. Ну давайте тогда подойдем поближе и посмотрим, что же там наваяли эти самые эллины, македоняне, селевкиды. Первое, что бросается в глаза, как я уже говорил, это невероятное качество подгонки блоков друг к другу. Оно настолько точное и тонкое, что местами следы просто исчезли. Сами блоки снаружи обрабатывались, видимо, без технологии размягчения, так как ничего не облазит, и обрабатывались они явно бучардой. Это вот такой вот ударный инструмент. Посмотрите, какое качество обработки. Как все ровно и четко подогнано. И вот то, что я говорил как раз, видите, шов сросся. То есть вот дождевая вода стекала со стены, несла с собой соли кальция, и шов буквально зарос. В результате блоки как бы слились воедино. Башня когда-то стояла на мощном основании, но его боковые плиты растащили еще в стародавние времена. А вот посмотрите, какие великолепные углы у этой башни. Даже взрыв динамита кладоискателей в 1960 году не смог нарушить его идеальную точность. Вот здесь вот на основании уцелевшем кусочке стилобата осталась выемка, которую, как говорят ученые-историки, наливалось вино, масло при посещениях родственниками или друзьями. Вот здесь также идеально ровный угол. И вот эта стена. В 1960 году нелегальные археологи заложили заряд туда, но снаружи и, видимо, не глубоко и как-то неудачно. И, в общем, вышибло только передний блок, но они, видимо, подумали, что там монолит и не стали взрывать дальше, а может, поймали их. Этот факт четко зафиксирован двумя европейскими учеными и опубликован вот в этой вот монографии доктора Ясемин Скарбера. Хотя местные археологи говорят, что это следы ударов молний. Слава богу, конечно, что взрыв оказался неудачным, хотя значительные повреждения все-таки он причинил, выбив некоторые блоки. Но геометрия башни осталась в основе своей ненарушенной. Мы видим вот это вот по углам, которые остались идеально вертикальными и ровными. Ну а теперь давайте попробуем залезть вовнутрь через вот этот очень тесный проход. После того, как войдешь внутрь, первое, что удивляет, это небольшие размеры камеры и пробитая черными копателями дырка в потолке. И если заглянуть в это отверстие, видно небо. И видно, что сверху находится еще одна камера с грубо обработанными стенками, на которых видны очень интересные следы. И видно, что там полукруглый пол и нет никакой этой римской бетонной забутовки. Соответственно, эта полость была нежилая, так сказать. И никаких саркофагов там располагаться не могло. Вот как это выглядело в плане. Плиты пола тоже были украдены, и мы видим следы их изготовления, то есть следы зубила и троянки. А сами же стены были идеально зашлифованы, имеют абсолютно гладкую поверхность, и следов инструмента там фактически нет. А если и были, то их невозможно разглядеть, так как все они загажены следами приматов, решивших сообщить о своем дебилизме всему миру. И вот здесь опять видны следы широкого зубила и широкой троянки. Это плиты чернового пола, боковины фундамента. И заметьте, никаких шелушений и отслоений. И именно так выглядят следы работы зубила. Именно так, а не иначе. И вот тут вот откололся кусок блока, и видна технология их изготовления. То есть боковые стенки срединных блоков, скажем так, они делались
немножко с хитростью. То есть идеально ровными делались только края, а внутренняя часть, она была слегка, видимо, вогнутой, и она оставалась такая, как есть. Однако верх и низ должен был быть для устойчивости, конечно же, вот видно, как он сделан идеально. Ну и изюминка здесь на торте — это сохранившаяся каменная дверь купе в эту постройку. Проход здесь шириной 75 сантиметров и высотой 90, и значит сама дверь это должна быть размером не менее метр на метр, и толщина ее 30 сантиметров, то есть это треть куба. Соответственно, ее вес был не менее 700-800 килограмм. И как вы видите, в этот проход невозможно протащить саркофаг. И с большим трудом можно затащить туда асварий или остатеку. Ни в самом сооружении, ни рядом с ним не было найдено никаких обломков. Полы были, конечно, украдены, но под ними тоже нет никаких следов захоронения. Все точно так же, как и с первым башенным строением, которое мы рассматривали в начале. Даже надписи ни одной нет. Но саркофага, если это все было сделано во втором-первом веке до нашей эры, там быть и не могло, потому что тогда еще в саркофагах не хоронили и очень так увлеченно жгли покойничков. В общем, здесь тоже тяжелые проблемы с датировкой этого сооружения, которые датировали начиная от IV века до нашей эры и сейчас заканчивают II веком нашей эры. До упора вправо сдвинул даты профессор Дурукан, но я уже объяснял, почему он, скорее всего, это делает. А вот если прислушаться тем, кто говорил, что башня построена в IV веке до нашей эры, то мы сразу попадаем в Персию, где как раз так и увлекались башенными гробницами. Тогда сразу становятся понятными и формы внешние, и мотивы. Тут можно провести аналогию с гробницей Ксантоси, сооруженной в персидском стиле во время оккупации Ликии персами. Тут даже на барельефах изображена семья короля, одетая в персидские одежды, хотя они были чистыми греками. Это было своего рода проявление лояльности к новой власти. И тогда прямо в строку ложатся вот эти вот зороастрийские самаркандские чудесные ящики. Получается, что если следовать хронологиям ученых и диапазону в среднем 600 лет, то везде торчат уши Персии. А растут они на голове Ассирии, Сирии и Месопотамии. И возникает закономерный вопрос, а при чем тут какие-то греки-козлопасы и римляне? Может, все-таки не они строили эту башню? И не они делали башню, послужившую основой вот этой, которая очень похожа вот на эту, которая называется балдахином. А балдахин — это сакральный символ мирской и царской власти, и они часто устанавливались над тронами правителей. И родом балдахины именно из Месопотамии, из древнейшей цивилизации Междуречья и одной из самых загадочных на планете. Что вы об этом думаете, дорогие зрители? Ну а я перехожу к следующему типу гробниц, гробницам домового типа. Они все практически одного размера и построены как бы одним архитектором, одним прорабом по одному и тому же чертежу. Но об этом чуть позже, а пока давайте осмотрим две основные, практически идентичные гробницы, которые смело можно назвать классикой гробниц этого типа. Одна из них является настоящим украшением северо-западного некрополя города Илауса-Сибаста, а вторая расположена в бывшем городе Канителис, ныне это Канлы-Диваны. Эта гробница, или даже вернее мавзолей, обладает очень интересной энергетикой. Вот эти съемки я произвожу уже в третий раз. И только вот в этот раз более-менее получилось сносно. И знаете почему? Потому что я попросил разрешения у мертвых снять их место упокоения. Историки датируют ее II веком, концом II века нашей эры. Классическая римская конструкция из цилиндрической арки, являющейся базой всего этого мавзолея. Ну давайте его осмотрим снаружи, посмотрим, на чем он построен, качество блоков, качество вообще исполнения всего архитектурного замысла. Качество великолепное, пропорции идеальные. И что интересно, у него сохранилась каменная крыша. В этой округе это единственное сооружение с каменной крышей сохранившееся. Ну и метопы и мутулы под козырьком просто все в идеальной сохранности. А вот почему я считаю это место мистическое.
Видите, бабулька с клюкой собирала на древних могилах какую-то травку. Кому-то грозит конкретная порча. Ну а мы двинемся дальше потихоньку, чтоб не гневить лихо, пока оно тихо. И будем делать вид, что осматриваем вверх. Видите вот эти головы львов, расположенные в верхней части корзины? Обычно в них есть отверстия, изо рта должна там стекать вода с крыши. Но здесь почему-то их нет. А вот кладка идеальная. Блоки тоже подогнаны друг к другу прекрасно. По углам строения выполнены так называемые пилястры, изображающие квадратные колонны. Сверху них коринфская капитель. Но, что интересно, чтобы обозначить эти пилястры, это не отдельные блоки. Обратите внимание, они вырезаны. То есть между пилястрами удалили породу со всей стены. И так по всем трем сторонам. Здесь вот вход в гробницу. Он в этот период располагался всегда сзади. А впереди вообще не было никакого входа. Там была только нарисованная дверь. Причем закрытая. Над ней была такая символическая притолка сделана. И, возможно, дверь была просто нарисована. Так как гробницы еще вовсю разрисовывали, археологи находят массу остатков краски на их поверхности. Правда, я лично ничего не находил. Но оно так и должно быть, ведь гробница это не проходной двор, в который она превратилась сейчас. В мавзолее имеется 3 световых отверстия, причем обратите внимание, они сделаны со скосом, чтобы свет преимущественно падал вот на заднюю стенку мавзолея, вот на эту. В середине тут стоит ассуари или остеотека. По краям у нее 2 постамента, то ли под бюсты, то ли под урны с прахом. А рядом с ними в стенах еще сделаны 2 небольшие ниши. По бокам классические клине, как раз на 4 места, с подушечками, видите, с подголовниками. И здесь по бокам тоже 2 ниши, но уже побольше. Тоже, видимо, для каких-то хранилищ либо костей, либо пепла после кремации. Осмотр стен показывает, что внутри это все горело, причем неоднократно за последние 2500 лет. А на самом верху под потолком есть еще одно отверстие небольшое. И что интересно, его не видно снаружи. Оно так расположено, что можно увидеть только с дрона или издалека. Но далеко отойти очень сложно, там улица. И здесь мы видим еще одну остеотеку меньшего размера со своим собственным окошком. Но это не точно, так как археологи находят в таких гробницах, завалившихся и неразграбленных, массу всевозможных предметов, которые, как они говорят, приносили для того, чтобы они пригодились на том свете покойник. Ну, так объясняют. Ну вот мы выходим, и здесь вот справа опять видим вот эту вот выемку, причем хорошенько разъеденную, то есть действительно, судя по всему, туда лили винишко. Когда приходили помянуть родственников или друзей, обычай оставлять стакан водки на кладбище с кусочком хлеба, видимо, пошел оттуда. Но тут начинают бросаться в глаза следы переделки. В более позднее время переделали вот эту переднюю часть стилобата, то есть эти блоки сдвинули и в них прорубили криво очень, но ступеньку под человеческий рост, чтобы можно было подниматься. А еще из одной сделали вот этот блок с жертвенной чашей. И то, что этот блок представлен позднее, мы можем увидеть по продолжению там за ним вот этой вот круговой окантовки по верхним плитам стилобата. В оригинале здесь были ступени стилобата обычной высоты по 40-45 сантиметров. Я их еще называю конские ступени. И это видно по проработке. Видите? Вот здесь идет узор по верхнему слою. Он продолжался, и это античный канон, который должен идти по верхней плите стилобата вокруг всего сооружения. И если вы посмотрите начало сюжета, где я обходил вокруг мавзолея, вы увидите его во всей своей красе. Вас, наверное, удивило большое количество разнообразных методов сохранения останков умерших. Но это было время, когда осуществлялся переход от кремации к ингумации. И причем он проходил довольно-таки насильственно. Поэтому для себя люди уже строили клине и остеотеки, в которые позднее перемещали их кости после того, как их обгладают муравьи и шершни. А шершни и муравьи здесь просто звери.
А все остальные приспособы для урн с пеплом, ну, куда девать-то прах предков? Не выбросишь же их в угоду императору Адриану, который, в общем-то, и начал уже по-серьезному запрещать кремацию. Хотя вот это складывание костей, объеденных шершнями, там, мурашами и прочими животными в ящики, это как раз еще более древняя традиция. И пришла она из зороастризма. И как раз вот я и рассказывал про Асуарию из Самарканда. Зороастрийцы вообще даже никуда не помещали. Они относили на гору, на специальную площадку покойников, а только потом забирали оттуда кости. Так что Адриан, видимо, помимо своих радужных наклонностей, был еще и тайным зороастрийцем. Ну и бог с ним. А мы давайте осмотрим могилу богатейки из Канителиса по имени Аба. С чего я взял, что Абы? Да потому что вот здесь прямым текстом справа над проломом написано. Ну и также хорошо видно, что здесь нет ступеней и приставных столиков, чтобы выпить за помин души. Ну и здесь еще лучше видно, что впереди дверей в таких гробницах не было. Давайте осмотрим стены. Тут есть много чего интересного. Посмотрите, видите, как они повреждены выветриванием. И на первый взгляд кажется, что они просто плохо отделаны, но на самом деле не так. Во-первых, это мрамор. А уж если взяли мрамор, то как попало его делать не будут. Вот, кстати, о чем я говорил. Видите, по верхней плите стилобата идет вот этот вот плинтус такой. И он есть на всех 4 стенах мавзолея. Ну вот давайте дальше смотреть. Видите, это мрамор. И опять он весь облазит. И вот на нем видны следы, похожие на следы троянки. Троянка – инструмент уже финишной обработки. И после нее остаются идеально выровненные блоки. А здесь камни выглядят, как будто их только что вытащили из карьера. И зачем-то поцарапали троянкой сверху. На эрозию это как-то очень уж не похоже. Слишком мощно и грубо в глубину. Вот она даже пустой внутри. И здесь, мне кажется, строители просто переборщили с этим размягчающим эффектом. То ли химическим, то ли каким-то волновым. Отсюда и такие значительные следы выветривания. И как бы оббитые углы, создающие впечатление, что здание было пересобрано. Однако есть свидетельство того, что здание все-таки было как бы восстановлено, что ли, после какого-то разрушения, причем не сильно большого. Но опять-таки оно было восстановлено какими-то бестолковыми строителями. У первоначального античного здания была, скорее всего, крыша, лежащая на горизонтальных плитах. Крыша эта обвалилась, а делать уже подобное эти товарищи не могли. И они напихали туда, нахлобучили туда бетонную шапку многотонную, которая раздавила буквально все стены. Видите? Все блоки треснули сверху вниз от неимоверной тяжести. Спасло этих горе-строителей от гнева заказчицы и собственной смерти, наверное, то, что в камне этот эффект проявился не сразу, а лишь со временем, после неоднократных небольших землетрясений. В общем, бригада строителей по восстановлению этого древнего здания оказалась довольно некомпетентной, переборщила с раствором. Вот видите, как отходит верхний слой со следами, полосочку. Наверное, вот это самое облезлое здание, которое я видел в нашем регионе. Но так как все эти косяки повылазили уже через несколько веков после смерти заказчицы, то строителей особо это не волновало. Хотел бы я посмотреть на современное здание через 2000 лет. Я вот взял несколько образцов с разных зданий. И могу заметить, что толщина везде этого слоя практически одинаковая. И в то же время он очень твердый. То есть, если бы этот эффект объяснялся возникновением микротрещин после ударов троянки, то он должен был бы крошиться как песок в руках. Потому что микротрещины должны распространяться во все стороны. И этот слой уже давно облез бы мелкими песчинками. А здесь это выглядит как корка. Ну а мы давайте обследуем внутреннюю часть. Она практически идентична нашей первой гробнице в Вилла-Усе-Себастья. Такой же ящик остеотека для хранения костей на дальней стене и такой же над входом. Над ней позднее был пробит дымоход для печи. И точно такая же емкость находится над входом. А над ней был точно такой же литок для насекомых. Почему я в очередной раз заостряю внимание на насекомых?
А недавно на пляже я наблюдал, как стайка шершней, ну штук 20, наверное, буквально за час съела краба размером с мужскую ладонь. Так что обглодать до кострей древнеримский трупик в течение полугода они могли сделать, абсолютно не напрягаясь. Ну а мы давайте оставим классику и пойдем далее. Вернемся в Вилаусу Себасты и посмотрим, как продолжила свою деградацию античная культура строительства. Вот ярчайший пример попытки приспособить под свои нужды уцелевший античный арочный свод. То есть здесь отчетливо видно основная базовая конструкция свода. Она практически идентична двум уже рассмотренным нами ранее, но сверху утраченная крыша была заменена вот этим вот месивом из бетона. И вот здесь, видите, никаких дверей нет и никаких ступеней тоже нет. То есть изначально это выглядит вот таким образом. И вот в подтверждение моих слов справа лежат два куска карниза уцелевших со львами и с капельниками. А вот этот экземпляр еще более любопытный. Фасад здания вообще сделан из мегалитов с античным порталом, такими трапециевидным. Отделка совсем другого класса и размеры блоков тоже. Вход расположен спереди. Но если посмотреть сбоку на это здание, то видно, что остался только фасад. Все остальное идет римская кладка, которую может делать один человек на растворе. Судя по массивным угловым блокам и общей мегалитике, это, наверное, самое древнее строение в этом месте. Но все остальное видите сами. Опять вот здесь портал, они сделали из большой гробницы кооперативную. Да-да, были именно такие по совместному использованию гробниц. Найдена масса пергаментов с договорами, подтверждающими владение долевой собственностью. Видно, что задняя часть гробницы лежала на скальном основании. Хотя, возможно, эта часть задняя служила гипосорием. Это такие пространства под саркофагами и гробницами, куда переносили уже готовые кости из основной гробницы. Вы видели нечто подобное в гробницах храмового типа в моем первом фильме. Ну а мы давайте заглянем внутрь, где убедимся, что все-таки это был кооператив. 4 ложа внизу и еще несколько наверху. То есть здесь одновременно могли утилизироваться сразу несколько тел. Представляете, какое амбре витало в воздухе? Причем всего в километре от мест массового досуга. Театра, бань, агоры. И хотя стены здесь оштукатурены, и крыша вот сделана даже вообще из плинфы, арочный свод, но я думаю, просачивалось все очень даже сильно. А вот обратите внимание, вот эти кучки, это все летучие мыши натворили. Поэтому особо лазить здесь и трогать что-то руками чревато организацией новой пандемии. Но что не сделаешь, чтобы показать вам что-то новое. Давайте быстренько покинем эту общагу и выйдем на свежий воздух, чтобы в заключении показать вам очень символическую картину, которая четко иллюстрирует скорость и значительность деградации навыков строительства в результате природных катаклизмов, 200-летнего пиратства и вообще напряженной политической обстановки. И хотя у меня были сняты 2 фильма на тему этой деградации, не мешает показать еще, поэтапно и в динамике. И на этом разрешите окончить наше знакомство с гробницами домового типа и их постепенным исчезновением с арены истории. С вас лайк и подписка, а с меня следующие фильмы. Пока-пока.